Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы, конечно, помните, что была у меня бессонница, резала ткани. Ага, хлебом не корми, дай поработать. Нам хлеба не надо, работу давай. Подготовила ленточки с шириной 6 сантиметров, длиной по ширине ткани. И сшила их, соединила в большое полотно. Ссылку на тот мастер-класс оставлю в описании. Конечно, возможны варианты подготовки последующих деталей. Сейчас можете поставить на паузу и перерисовать себе схемы раскладки. В первом случае складываем вместе два одинаковых квадрата. Пунктир – это линии швов, а сплошная линия – это разрез. Во втором случае складываем вместе два прямоугольника. Разница в длине сторон примерно 2–2,5 сантиметра. Смотрите сами, каким способом вам будет удобней шить. В первом варианте детали получаются немного меньше, но шьется этот фрагмент легче. А теперь по обе стороны от этой линии на ширину лапки проложим строчку. Шить надо очень аккуратно, ткани не тяните, чтобы они не растягивались. Нитки нейтральные, серые. Ширина стежка маленькая, 2,5–3 мм. Иголку я взяла универсальную номер 90. В начале и в конце строчки обязательно делаем закрепки. Конечно, перед тем, как резать, лучше сначала проутюжить ткани. А теперь самое интересное. Разрежем эти заготовки между швами и развернем получившиеся квадраты. Этих квадратов делаем много, и уже потом из них будем составлять узор. Конечно, в лоскутном шитье приходится очень много работать утюгом. В этих деталях косые срезы разглаживаем аккуратно, чтобы ничего не растянуть. Здесь швы я заутюжила в одну сторону. При подготовке больших деталей, сшивании полотна из полосок, я немного меняла расположение тканей. А потом мы еще делали хитрые разрезы, и квадраты заготовки получились разные. Но так работать гораздо интереснее. Можно достичь оригинальных оптических иллюзий. Милые мои зрители, очень часто мне в комментариях пишут советы, как мне вести мой канал. Но мой канал – мои правила. Какое настроение – такие и правила. После того, как отшили все блоки, их надо обязательно подровнять, отрезать выступающие уголки. И уже потом можно приступать к раскладке. На полу у меня места мало. Будем работать на разложенном диване, чтобы ничего не отвлекало от узора. Начало положено, первый квадрат на месте. Теперь рядом с ним укладываем продолжение. Подбираем блоки с таким же расположением полосок. А дальше уже начинаем выстраивать оптические иллюзии. Следующий блок будет с другим расположением полосок. Сначала выстраиваем один угол, потом сочиняем продолжение. Расположение блоков и рисунков зависит от вашей фантазии. Цветов ткани всего 6. Положили один блок, оценили. Нравится? Не нравится. Интересно создавать такие иллюзии, как будто один блок накладывается на другой. Все квадратики нашли свое место в этом полотне. Конечно, вполне возможны и другие варианты раскладки, но не будешь ведь перекладывать до бесконечности. Надо на чем-то остановиться. А вот теперь
Все блоки надо сшить, соединить между собой в одно полотно. Сшивать буду все сразу, вертикальными колонками. Сначала соединим вместе детали первой и второй колонки. Шьем сразу все детали одну за другой, нитки не обрываем. Собираем гирляндой. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. Дошили ряд, переходим на кусочек вспомогательной ткани, уменьшаем расход ниток. Соединение узора получается очень интересное. Конечно, полотно большое, раскладка 6 на 7 деталей. Соединим вместе первую и вторую, третью и четвертую колонки. Детали пятой и шестой колонки сложим стопкой, приготовим к работе. На каждом этапе работы надо проверять, не напутали ли с раскладкой. Детали на нитках-швах могут перекручиваться. При дальнейшем соединении, чтобы не запутаться, лучше зацепить эти детали в местах предполагаемых швов английскими булавками. После того, как прошили полотно вертикально, остается только сделать швы по горизонтали. А пока все держится на соединительных швах. И смотрите, какая красота у нас получилась. Весь топ, верхнюю сторону этого лоскутного одеяла, собрала довольно быстро. А видео получилось около 8 минут. Естественно, на саму работу ушло гораздо больше времени. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И размер полотна получается большой. Чувствую, что надо мне еще подумать над продолжением. Как обычно говорят в сказках, вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Вот бы каждому молодцу по свежему огурцу. Но пока вы сказку слушали, зайцы в огороде все огурцы скушали. Вот вам и не досталось. Но я работу еще продолжу. Ждите следующие серии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!